Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал 5 лучших бюджетных роутеров, которые можно рассмотреть к покупке, если на покупку у вас до 3000 рублей. Можно сказать, это самый минимальный бюджет, чтобы купить хотя бы какой-то адекватный роутер с минимально необходимыми параметрами для раздачи интернета. Само собой, рейтинг состоит из очень простых роутеров без всяких наворотов. Но все равно, если перед вами стоит задача купить роутер в небольшую квартиру, на дачу, в студию, где нет необходимости в чистом гигабайте Wi-Fi 6 и 8 антеннах, то вполне можно уложиться и в такой бюджет. Чтобы узнать актуальную стоимость каждой модели, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Итак, давайте я расскажу о каждом роутере подробнее, а вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Открывает рейтинг Mercusys MW301R. Самый простой, самый бюджетный роутер из всех, что есть в этом рейтинге, буквально за 1000 рублей с лишним. Он работает на один лишь стандартный диапазон в 2,4 ГГц, поддерживая стандарт Wi-Fi 4-го поколения. Этот Mercusys обещает подарить вам немыслимую скорость в 100 Мбит в секунду как по проводу, так и по воздуху. По крайней мере, его WAN и LAN порты на большее не способны. Но для базовых задач типа посмотреть кино, поработать в браузере и подумскроллить с головой. Главное, что роутер действительно выдает эти 80-95 Мбит в секунду по воздуху и не урезает и без того низкую скорость. Хотя с дальнобойностью у него не все так гладко. Из корпуса торчат две антенны со стандартной мощностью, которой хватит максимум на двухкомнатную квартиру, если установить роутер где-нибудь в центре. В идеале, конечно, он подойдет для однушки или студии, но можно и поэкспериментировать с большими площадями. В общем, главная мысль в том, что свою 1000 рублей роутер полностью отбивает стабильностью и качеством работы. Что уж там, он даже MU-MIMO поддерживает. Это способность роутера выдавать высокую скорость 100 Мбит, когда к нему подключено много устройств. Но будем реалистами, поэтому если кратко резюмировать, этот Mercusys MW301R со всеми своими недостатками и достоинствами отлично подойдет человеку, проживающему в однушке, который пользуется ноутом, телефоном, компом, иногда приглашает друзей и особо по поводу скорости интернета не заморачивается. Видосик загрузила, во время катки пинг держит, соцсети загружает. А что еще надо? Еще одна простецкая модель в моем рейтинге – Kinetic KN1212. Стоит он подороже прошлого Mercusys, но Kinetic – это все-таки Kinetic. Свой авторитет в мире роутеров имеет. И тем не менее, здесь нет тупой переплаты за бренд. Имеются и некоторые фишки, за которые можно доплатить. Например, на задней панели у него 4 LAN-порта, а не скромные 2. Согласен, что 90% пользователей никогда больше двух и не понадобится. Но если вы хотите к роутеру подключать еще, например, телевизор, принтер, приставку, то тут без дополнительных LAN не обойтись. Ну а если вам достаточно просто подключить один разъем от провайдера, то пожалуйста. Но как вы смотрите на USB-порт в роутере? Может вам понадобится подключать к роутеру флешку для просмотра фильмов прямо из роутера, а может и просто перекинуть файлы с одного накопителя на другой, да тот же принтер подключить. В общем, есть свои фишки у этого дополнительного разъема. Нужны они вам или нет, решайте сами. А я лишь уточню, что по скорости этот роутер выдает те же 100 Мбит в секунду. Тоже учитывайте этот факт при выборе. Сверяйтесь с данными провайдера, какой интернет он вам поставляет, и смотрите, чтобы не было лишнего или наоборот. А то как-то жалко купить роутер на 100 Мбит в секунду, когда провайдер дает целую 1000. В остальном Kinetic поддерживает все тот же Wi-Fi 4. Уже 7-й на подходе, а мы все на 4-м телимся. Но опять же, если перед вами не стоит задача получить нереальную скорость, то в большем и смысла нет. А этот прекрасно что своими двумя антеннами раздает до 100 Мбит, что по проводу. Поэтому и заморачиваться не стоит, если нет необходимости. Ну и прерывая череду хилых моделей, вот такой TP-Link Archer C24. И это уже модель с более навороченными параметрами. Что примечательно, по цене не слишком-то отличается. Другой вопрос, нужен ли вам этот лишний функционал, но это уже индивидуальная история. Этот TP-Link может работать сразу в двух диапазонах – 2,4 и 5 ГГц.
То есть появляется возможность воспользоваться менее загруженной сетью, которую пока не так сильно забили помехами роутеры ваших соседей. И это даже более современный Wi-Fi 5 со всеми своими улучшениями в виде той же скорости передачи данных до 3,5 гигабит в секунду. Правда, нас это все равно не сильно коснулось, так как 4 порта LAN и 1 WAN здесь ограничены 100 мегабит. Тем не менее, улучшения коснулись области покрытия сигнала. У этого роутера и так уже более полноценные антенны в количестве 4 штук, а с 5-м Wi-Fi так тем более сигнал будет лучше ловиться. Но в трехкомнатную квартиру я бы все равно не рекомендовал ставить эту модель, так как найдутся зоны, в которых скорость будет очень низкой. Хотя пробиваемость все равно заметно лучше, чем у прошлых двух позиций. А уж если говорить о какой-нибудь небольшой площади, так вообще можно не заморачиваться и ставить роутер в любой угол. Но да, для чего-то более крупного, чем двухкомнатная квартира, придется жертвовать скоростью. Но вот так напрямую Archer C24 выдает свои плюс-минус 80-95 мегабит в секунду. По мере отдаления скорость понемногу снижается, а за стенами еще сильнее падает. Но для небольших квартир и домов этого роутера уж точно хватит для раздачи качественного интернета без перебоев и глюков. Еще одна достойная модель – Tenda AC5. Если с TP-Link вы имеете негативный опыт, то можно рассмотреть Tendu. Она мало чем отличается от TP-Link, что по характеристикам, что по функционалу, что по стоимости. Но при этом почему бы и нет? Хотя есть одна причина, по которой среднестатистический пользователь предпочтет купить Tenda AC5. И это просто надпись на коробке, которая обещает нам скорость 867 мегабит в секунду по диапазону в 5 ГГц. Забейте себе на носу, что если порты работают максимум со 100 мегабитами, то никаких 110, 200 и тем более 867 тут и быть не может. Это все просто беспощадный маркетинг, которым манипулируют бренды-производители. Конечно, неприятно, когда тебя пытаются обмануть, но приятно осознавать, что все-таки не получилось, и теперь хотя бы не придется возвращать роутер обратно из-за несоответствия ожидания и реальности. Тем временем Tenda работает на том же Wi-Fi 5 и поддерживает два диапазона, как вы уже поняли. В этом плане все хорошо, никто нас надурить не пытается. Впрочем, как и во всем остальном. Например, роутер тоже хорошо раздает сигнал на стандартную двухкомнатную квартиру. Вообще отлично работает на площадях поменьше. Ну а уже на чем-то покрупнее нужно либо докупать повторитель сигнала, либо просто роутер мощнее. Тут уж никак в 3000 рублей не вписаться. Да и 4 стандартные антенны на такие чудеса не способны. Все так же поддерживается MU-MIMO, который вытягивает скорость на приличный уровень в районе 80 мегабит в секунду. Ну разве что LAN-портов здесь 3 штуки, а не 4. Не знаю, насколько это важная для вас информация, но имейте в виду. На первое место рейтинга попал, как говорится, топ за свои деньги – Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4A Gigabit Edition. Народная модель, отличающаяся от всех. Но я здесь не для того, чтобы восхищаться китайцами. Просто считаю, что если человеку нужен лучший роутер в бюджете до 3000 рублей, то лучше купить простой и понятный Xiaomi 4A, который уже не первый год пользуется большим спросом. Это версия Gigabit Edition, в которой и кроется основная фишка. Порты не ограничивают вашего провайдера сотней мегабит. В тестах по воздуху в метре от роутера 2,4 ГГц выжимает около 200 мегабит в секунду, а 5 ГГц все 300, 400 и 500. Вообще гигабит — это гигабит, а не 300 мегабит. Но многое зависит от провайдера, места размещения роутера и нагрузки на сеть. Но это качественный сигнал, который без каких-либо проблем и заморочек дает доступ в интернет и не заставляет париться. Просто один раз настроили, поставили и забыли. Не нужно его вечно дергать, перезагружать и копаться в настройках. Вы сможете смотреть фильмы хоть в 4К, играть с адекватным пингом, работать и серфить в интернетах. Для меня единственный недостаток – это отсутствие меш. Для большой квартиры или двухэтажного дома можно было бы купить 2 таких роутера и создать меш-сеть, но увы. Эти 4 антенны тоже вытянут максимум 3 и покроют более-менее быстрым сигналом. Поэтому более высокие требования предъявляйте моделям подороже. А бюджетный сегмент, как по мне, этот гигабитный Xiaomi 4A закрывает на отлично. На этом мой рейтинг подошел к концу.
Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.